Привет, друзья! Сегодня у нас очень необычный рецепт. Таким способом я готовила печенье впервые. Результат меня поразил. Печенье вышло бесподобным. Нежное, очень легкое и просто тает во рту. Сначала активирую дрожжи. Я беру свежие дрожжи, добавляю сахар, соль и слегка теплое молоко. Перемешиваю и оставляю для активации дрожжей в теплом месте на минут 10. В отдельную посуду разбиваю яйцо и слегка взбиваю его миксером. Добавляю сливочное масло комнатной температуры. И все перемешиваю миксером в течение пары минут. Дрожжи рабочие, появилась хорошая густая пена, значит их можно использовать в тесто. Добавляю дрожжи к остальным ингредиентам. Всыпаю немного муки из общего количества и слегка, буквально 1 минуту, перемешиваю миксером. И теперь постепенно всыпаю остальную муку, замешиваю тесто. Это тесто также можно замесить в планетарном миксере. Муки может потребоваться чуть больше или чуть меньше. Вот таким должно получиться тесто. Оно не плотное, не мягкое, среднее. Теперь самое интересное. Кладу тесто в чистую миску и заливаю очень холодной водой. Холодную воду нужно подготовить заранее, то есть выдержать ее или в холодильнике, или несколько минут в морозильнике. Наливаем так, чтобы тесто было покрыто полностью водой. И отправляем в холодильник примерно на 1 час. Тесто должно всплыть, и выглядит это примерно вот так. Теперь аккуратно промакиваю бумажными полотенцами, сильно не нажимаю. Кладу тесто на посыпанный стол мукой и также хорошенько посыпаю само тесто. Раскатываю в прямоугольный пласт толщиной примерно 5 мм. Подравниваю края. И нарезаю тесто на квадраты. Квадратики перекладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекаю в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. И после остывания посыпаю печенье сахарной пудрой. Так как печенье почти не сладкое, с сахарной пудрой посыпаю его обильно, или также можно просто его обвалять в сахарной пудре. Печенье, приготовленное таким необычным способом, просто изумительное. Оно очень-очень вкусное, легкое, воздушное и пористое. Если печенье будете хранить, то сложите его в стеклянную посуду и еще раз хорошенько посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Друзья, желаю вам удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.